Всех приветствую на канале Бензи Крипто, меня зовут Никита Грин Бензи. Сегодня в этом видео мы поговорим про рынок криптовалют, что у нас происходит. У нас эфир обгоняет биткоин, неужели? Последние 2 дня эфир держится лучше, чем биток. Вау. Также сегодня будет розыгрыш на $50, кто-то из вас может забрать $50. Ну, не прямо сейчас, короче, я объявлю этот розыгрыш, что нужно делать. В своем телеграм-канале я уже выложил пост, поэтому те, кто подписан, они уже шарят, они уже участвуют в этом розыгрыше. А сегодня в этом видосике я вам расскажу про этот розыгрыш и обзор рыночка. Давайте тогда начнем с обзора рынка, а где-нибудь в серединке я ставлю подробности с розыгрышем, чтобы вы видос обязательно смотрели до конца. Поэтому поставьте видосику лайк, мне будет очень приятно. Спуститесь вниз, поставьте лайк, он бесплатный. Также подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, а мы погнали! Эфирчик прет как не в себя. 3% за сегодня дал по сравнению с биткоином, который стоит у нас в нуле. Эфирчик у нас второй день уже растет лучше, чем биток. И мы прямо сейчас пробиваемся сквозь наклонную линию сопротивления. Если мы на дневке закрепляемся выше, ай-яй-яй, эфирчик будет идти дальше. Идти будет дальше вверх. Первая локальная цель у нас тут имбаланс, у нас тут ордер блок, у нас тут хаи расположены, поэтому первая цель 4100. Мы еще раз, если сюда подходим, то вероятность, что мы ее пробьем и полетим дальше, очень большая. Поэтому посмотрите на эту консолидацию. Сколько мы дней тут стоим. Вот мы зашли вот в эту зону, и сколько мы тут стоим уже? 335 дней. Практически год эфир стоит в боковике. Как вам такое, криптоны, а? Это просто накопление, мощнейшее накопление перед пампом. Мои цели по эфиру, опять же, не остаются неизменными. 7, 8, 10, 12 и 15 это прям вообще на супер вау альтсезон века. Поэтому 7-8 это самая такая консервативная цель, куда эфир спокойно дойдет. Даже вот выход из этой консолидации, это реально $7000 вообще спокойно. Можно взять даже по свечам померить, допустим, взять свечку. Да, вот эту возьмем. Берем от 4100, берем до лоя, вот так вот до сюда, где мы доходили. Берем, подставляем к выходу с 4100, ну ладно, до сколько? До 6000. Но в любом случае, я верю, что мы дойдем до 7-8 тысяч. Эфир буллиш, несмотря на то, что его хоронят, его каждый альтсезон эфир хоронят. Каждый альтсезон эфир хоронят, и он растет. Я вам потом покажу на графике, на другом, по отношению эфира к биткоину. Там можно будет это наглядно видеть, как эфир поносили, хоронили, каждый бычий цикл, и каждый бычий цикл он рос. Я в лонге по эфиру, вот моя точка входа. Я прям зашел почти возле лоя зашел локального. Вот, правда, тут был вынос, то есть я заходил тут. Меня вынесло по стопу, и второй раз я зашел здесь. И я собирался набирать еще больше набирать позицию, то есть если мы идем ниже вдруг. Хотя тут и наклонный уровень поддержки, и просто уровень, и ордер блок тут, поэтому как бы провалиться ниже было бы очень опасно, и мы могли бы дальше и не спалиться, поэтому у нас этот уровень поддержки, обычный уровень и ордер блок выдержали, прям сразу 3 фактора, которые держали нас, и мы оттолкнулись от него и пошли на пробитие. Прямо сейчас он эфир растет. У нас вот сверху есть уровень сопротивления, к нему можем дойти, от него оттолкнуться и сделать возможный ретест. Но самое главное, чтобы рост продолжался, нам нужно закрывать дневной график выше наклонной линии сопротивления. Если мы закрываемся выше, все, мы летим дальше вверх. Это как бы не 100% вероятность, потому что 100% никто не знает, что будет в рынке, но с большей долей вероятности мы пойдем дальше по эфиру вверх. По эфиру буллиш максимально просто. Бычка будет мощнейшая, альтсезон тоже. Почему? Давайте посмотрим график по отношению эфира к биткоину. Давайте локальную картину посмотрим, что у нас происходит. У нас эфир дошел до днища. Вот, кстати, мы пришли как раз вот сюда. То есть тут тоже такая зона у нас поддержки. И мы от нее прямо сейчас оттолкнулись, и показывает эфир рост. Это график отношения эфира к биткоину. То есть эфир по отношению к биткоину. По отношению к биткоину он прямо сейчас снижается, потому что биткоин дал больше роста, эфир меньше. Поэтому мы находимся внизу. Но постоянно снижение не может идти. Давайте откроем более большой таймфрейм, недельку откроем, чтобы было понятно. Постоянно не может быть снижения. То есть рынки, а вообще абсолютно любые, они не могут только падать, либо только расти. Поэтому вот это вот нисходящий тренд, который уже идет, сколько он уже, с какого года он идет? Ну-ка, с 22 года. 2 года эфир по отношению к битку снижается. Когда-нибудь этот тренд закончится, и мы развернемся по отношению к биткоину, и эфир даст рост. Возможно, не такой сильный, может, мы не дойдем до прошлых вот этих хаев, но даже если с текущих он даст там хотя бы на 100% рост. Это будет очень мощный рост. Это эфир за $8000 100% просто улетает туда. Если мы с текущих просто дадим рост на 100% по отношению к BTC. Вот, смотрите. 2017 год, 2017 год. Нас хоронили, точнее не нас, а эфир хоронили. Максимально просто вот так жестко поносили, что это мусор.
Биточек растет, а эфир ставит днище по отношению к биткоину. Что было потом? Что было потом? Посмотрите на это. Эфир похоронили, пожалуйста, красавчики. 1500% роста по отношению к BTC. Понимаете, что крупному капиталу ему не нужно давать вам возможность зайти в рынок, либо объяснить вам, что вот сейчас будет альтсезон, поэтому закупайтесь. Им это не нужно. Им хорошо, чтобы вы хоронили эфир, хоронили альтсезон, чтобы вы не верили, чтобы крупный капитал мог набрать себе позицию в узком диапазоне. А еще если цена снижается, то вообще идеально. Просто крупный капитал потихоньку отбирает себе позицию, набирает позицию. И потом, соответственно, когда памп запускается, люди такие: а все летит, покупаем. И, короче, на зеленых свечах залетают и тем самым толкают цену еще выше. И постепенно крупный капитал разгружается об них. Так работают рынки. Я не знаю, реально, я искренне не понимаю, почему люди не покупают на коррекциях. Почему люди ориентируются на новости, на новостной шум. Наоборот, когда сейчас поносят все эфир, сейчас самые лучшие точки входа, чтобы заходить. Когда народ не верит, когда крупный капитал накапливает. Ну, посмотрите, фонды, блокчейн, он открытый. Вы можете зайти в Etherscan, посмотреть топовые кошельки, посмотреть фонды. Они все только покупают. Don't sell, only buy. Почему вы также не делаете как крупный капитал? Просто не надо мыслить как ритейл. Делайте то же, что и делает крупный капитал, и у вас будут бабки. Все, это максимально просто, это рынок. Я не понимаю. Точно так же в 2019 году, 2020. Посмотрите, сколько дней тут был эфир. Сколько дней? Бам, отсюда до сюда. 980 дней. 980 дней. Эфир просто стоял в боковике по отношению к биткоину. Он вообще ничего не показывал. Биткоин рос, эфир у нас просто снижался, либо стоял в боковике. И вот точно так же тут хоронили, точно так же потом он дал рост. Даже если не с дна смотреть, даже если вот, допустим, вот отсюда это не дно, вот отсюда посмотрим, сколько это процентов роста. 256. Если мы с текущих дадим рост на 100%, это уже будет огромный рост для эфира, это более 8000 по эфиру будет. И опять же, у нас сейчас тут у нас было просто снижение, тут у нас был боковик, сейчас у нас просто лютейшее снижение в 2 года уже к биткоину. И когда-нибудь будет разворот. У нас есть ниже трендовая. Возможно, мы дойдем еще до этой трендовой. Тут у нас еще ордер-блок есть. Поэтому есть шанс, что мы с текущих можем развернуться. Есть у нас шанс, что нас еще ниже попустят. Но какая разница, когда в долгосроке эфир в любом случае покажет рост. Поймите, что крупному капиталу выгоден альтсезон. Потому что они качают не ваши сумки, они свои сумки качают. Они заработали на BTC и часть монет, не монет, а часть прибыли. Маленькую часть прибыли они направляют в альткоины, чтобы еще больше умножить. Вы просто не представляете, какие бабки тут крутятся. И ваши там 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, это просто пыль. Это пыль, это ничто для крипты. А те, кто со 100 долларов, я вообще про них молчу. Это чисто бумажка подтереть жопу и все для крупного капитала. Поэтому, ребята, альтсезон делается не для вас, он делается для крупного капитала, чтобы он умножил свои вложения. И он рано или поздно будет, потому что крупному капиталу нужно раскачать свои бабки, раскачать свои вложения. Это факт. Каждый раз одно и то же происходит, люди ищут какие-то подвох, что, в этот раз как раньше не будет, а происходит ровно то же самое. Люди, бесполезно. Как хорошая цитата, кстати, выкладывал у себя в телеграм-канале. Умному не надо доказывать, а глупому бесполезно, потому что он все равно не поймет. Вот эта цитата просто must-have для альтсезона, для крипты. Просто вбейте ее, не знаю, на стенку себе повесьте. И если с вами кто-то спорит, просто забейте, отправьте ему эту цитату, пускай он прочитает, не поймет, неважно. Я уже реально забил... Я раньше спорил, пытался доказать свою точку зрения, сейчас я просто забил, я лишь делюсь своими мыслями. Не нравится, не совпадает ваша точка зрения с моей, отлично, можете продавать, можете шортить. Короче, флаг вам в руки. Ребята, флаг вам в руки. Точно так же, когда я говорил, что биток будет расти, все говорили: о, мы 94, мы уже 89, мы падаем. Посмотрите на биток. Короче, реально, бесполезно глупым что-то доказывать. Мы в бычьем цикле, у нас регуляторика. Трамп за крипту, администрация США за крипту. В мире все люди начинают какие-то там BTC резервы. Так, Чехия, BTC резерв в Казахстане. Нужно срочно придумать регуляторику для крипты, чтобы мы могли ее покупать. Мир просто, я не знаю, как это можно не видеть, что все вокруг начинает за крипту становиться. И как в такой ситуации можно быть медведем? Как? Как, когда все меняется в лучшую сторону, чтобы крипта росла дальше? Я просто не понимаю. Поэтому те, кто накапливает позицию, те, кто держит, ребята, я с вами, держим дальше. Да, долго, да, муторно, да, только биткоин растет, но просто нужно подержать, и альтсезон настанет. Альты, что по альтам? Я накопил уже наконец-таки позицию в DYDX, ту, которую я хотел. Просто ждем пампа до 0.5-0.6 уровня по Fibonacci. Отскок дохлой кошки, это даже не пик прошлого цикла, это просто отскок. Это более 14 иксов, 13-14 иксов. По Ape то же самая картина.
Посмотрите мой прошлый видос альткоины Трампа. Я там дал альткоины, которые находятся в США, базируются в США и которые могут дать больше 10 иксов. Посмотрите, вот как раз два токена ApeDODX. Я сегодня полностью накопил позицию, все сформировал позицию. Больше я их не буду покупать, только если они прям еще сильно упадут, тогда буду докупать. А так я сформировал позицию прямо на днище, и я просто жду целей. Отскока дохлой кошки. Это не какие-то вау-цели, это просто отскок. 0,5-0,6 уровень по Фибоначчи, зачастую старые альты дают отскок до этого уровня. Это 14 иксов с текущих. Изи просто инвестиция. Опять же, вернемся к этому видосу, через какое-то время посмотрим. Я постоянно вам говорю, ребят, накапливайте, держите, растем. Мы будем расти, и те, кто это понимают, им как бы это не надо объяснять, а те, кто не понимает, им бесполезно доказывать. Такие у меня мысли, эмоциональный такой получился видосик, потому что я очень рад, что эфир наконец-таки начал расти. Опять же, мы еще можем продолжить дальше снижаться. Это может быть просто отскок, как раз таки, потому что я вам показывал, что мы по эфиру биткоина подошли к ордер-блоку, к поддержке, у нас есть поддержка, трендовая у нас еще здесь, поэтому это может быть просто отскок, и мы пойдем дальше снижаться. До какого уровня непонятно, но факт в том, что доминация BTC находится на хаях. Но когда не покупать альты, как сейчас? Потому что альты по отношению к биткоину, они крайне недооценены. Доминация прямо противоположна движению альтов. Если доминация падает, то растут альты. Доминация растет, альты падают. Прямо сейчас доминация находится на локальных хаях. Мы с 22 года по доминации росли. Вот с 22 года как раз эфир снижается, доминация растет. То есть один растет биткоин, все остальное по отношению к биткоину падает. И прямо сейчас отличнейшие точки входа, чтобы покупать альты. Не все, потому что те же Solana, Hashbar, Суи, еще некоторые альты, они находятся на хаях, XRP тоже, их уже как бы покупать поздновато, хоть они могут и дальше расти. Но остальное, большой рынок альткоинов, он по-прежнему находится на очень сильно недооцененном уровне по отношению к BTC. Поэтому лично я сейчас только покупаю. Ни одной позиции в долгосрок не было продано с 2013 года. С 2013 года ни одной позиции в долгосрок я не продал. И продолжаю держать свою сумку, потому что альтсезон уже близко. В следующем видосике мы поговорим за факторы, которые нам будут говорить о приближающемся альтсезоне. Также разберем вообще понятие, что такое альтсезон, потому что я смотрю, многие не понимают, нужно это более детально разобрать. Поэтому сейчас я вам расскажу про розыгрыш, про который вы, наверное, так долго ждали, смотрели это видео до конца ради розыгрыша, поэтому переходим к розыгрышу. Итак, в моем телеграм-канале Bendy Gang, на который, конечно же, ссылочка в описании, обязательно подписывайтесь, я выложил розыгрыш на $50. Как забрать эти $50? Вам нужно найти слово из 12 букв. Это слово, точнее, вам надо найти буквы, 12 букв, из этих 12 букв составить слово. Как найти эти буквы? В течение нескольких недель на моем канале, в телеграм-канале, в ютубе. Смотрите, вот я в этих двух сетях буду располагать эти буквы, поэтому обязательно смотрите. Я буду прятать буквы, вам нужно их найти. И все из этих всех букв, которые вы найдете, из 12 букв, составить слово. И тот, кто первый отправит мне это слово в личное сообщение, тут ссылочка есть в этом посте, ссылочку на пост я тоже оставлю в описании. Вы можете написать мне и получить ваш приз в виде $50, если вы угадаете слово. Вот, в течение следующей недели буду публиковать буквы в социальных сетях, YouTube, Telegram. Каждая буква спрятана особым способом, видео, в постах, QR-кодах, картинках, аудио, даже комментариях. Ваша задача найти все 12 букв, правильно составить слово, и как только соберете слово, написать мне в личные сообщения. Также, если будет очень сложно, потому что квест непростой, но очень интересный, я буду давать подсказки, все они будут в моем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, чтобы следить за развитием событий. Возможно, подсказки будут в телеграм-канале, поэтому залетайте. И тот, кто соберет первым слово с 12 букв, тот получит $50. Вот такой вот интересный розыгрыш, я считаю. В этом видосе уже были буквы. Точнее, не буквы, а одна буква уже была в этом видосе. Плюс еще одна буква еще кое-где спрятана. И, возможно, я спрячу еще третью букву, поэтому как минимум уже 3 буквы на момент выхода видео есть на моих социальных сетях. И можете уже попробовать их найти и в дальнейшем составить слово. Короче, такой вот интересный розыгрыш. Также хочу вам напомнить, что у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. Тут есть огромная база платных курсов за $1000. В общей сумме они больше $1000 стоят. Вы это все получаете, вступив в Криптобазу. Посмотрите, сколько их тут. Просто огромное количество. Спот-трейдинг. Тут я даю сигнал на спот, мемчики всякие, многое другое. Курс по трейдингу. Там у нас находится курс по трейдингу, соответственно, где вы можете обучиться с нуля трейдингу, понять какие-то понятия. Также туда постоянно обновления добавляются. Есть у нас вкладочка «Инвестиции». Там я рассказываю про токены, которые я покупаю. Вот сегодня ApeDODX докупил, наконец-таки сформировал позицию. Прям в лайв-формате, как только я покупаю, сразу туда публикую. То есть все мои действия в рынке тут есть. Вкладка трейдинг, где у нас даются сигналы на фьючерсы.
Также у нас есть чатик, где мы общаемся, сливы с других платных сообществ, то есть я даю сливы с других приваток, вы можете почитать их, что люди пишут в других приватках. Короче, классное сообщество криптобаза, на 47 участников, поэтому, если хотите присоединиться в криптобазу, по ссылочке в описании смело ныряйте и присоединяйтесь к нам в сообщество. Все подробности по ссылочке в описании, также там мой телеграм-канал находится, также пост с розыгрышем, короче, все ссылки важные в описании. Ну что, вот такое видео получилось, надеюсь, оно было интересным и полезным для вас. Участвуйте в розыгрыше, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии, а мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!